Приветствую, говорит Макс Вольф. В этом видео я хотел бы поговорить о так называемой Великой Французской революции. На первый взгляд, эта тема давно ушедших времен, и актуальности в нашей современной жизни она не имеет никакой. Однако на деле именно вопрос отношения к французской революции является так называемым водоразделом, который по-настоящему делит людей на левых и правых в исконном смысле, а не как это принято сегодня, по отношению к свободному рынку, владению и распределению производственных благ и так далее. Данные события стали поворотной точкой в истории развития европейской цивилизации, и посему каждый традиционалист должен иметь определенное представление о тогдашней эпохе. Тема эта крайне обширна, и подробный разбор всех аспектов может растянуться на несколько часов. Дабы сэкономить ваше время, но в то же время попытаться передать царившую тогда атмосферу, а также продемонстрировать те процессы, которые происходили во Франции еще сотни лет назад, но которые во многом предопределили наш сегодняшний мир со всеми его проблемами, я приведу крайне информативную статью Эдуарда Юрченко, знаменитого украинского философа и историка. Итак, восходящей точкой нациотворческих процессов современности многие до сих пор считают революционное событие во Франции с 1789 до 1794 года, мол, именно тогда классическая феодально-абсолютистская монархия превратилась в образцовое национальное государство, подавая пример другим европейским странам. Там и тогда возникла едва ли не первая в мире политическая нация. Хотя на самом деле место этого фантома уже давно на свалке истории, где-то рядом с такими понятиями, как открытое общество или свободный рынок. Отсюда идет и преимущественно толерантное отношение к революционному безумию, которое, при всей своей бесчеловечной грубости, якобы все же способствовало прогрессу в общей исторической перспективе. Но так ли это на самом деле? Итак, основным аргументом в пользу революции со стороны ее сторонников является утверждение, что именно она породила французскую нацию и дала толчок к рождению других европейских наций. Безусловно, это утверждение имеет определенный смысл, если рассматривать нацию как политическое сообщество. Впрочем, такой взгляд на феномен нации характерен только для либерализма и марксизма. Его поддерживают самые разные теоретики, но всех их объединяет понимание нации как образования более или менее искусственного, политического, в лучшем случае культурного. Однако не стоит забывать о другом значении нации, прежде всего этническом, когда под нацией подразумеваются и мертвые, и живые, и нерожденные. То есть нация является органическим сообществом крови, подобно живому существу, независимому от воли человека. Следовательно, целесообразно было бы рассмотреть роль революции 1789 года в исторической судьбе французской нации именно с этнической точки зрения. Во-первых, следует отметить, что французская этническая нация к началу революции существовала уже по крайней мере 800 лет, а процесс ее формирования начался еще 5 столетиями раньше, с упадком римской власти в Галлии. Французская нация была очень многообразной. Например, французы использовали несколько языков и отличались различными культурными традициями. Но это никогда не мешало им сохранять единство. Безусловное единство французской нации проявлялось прежде всего во время кризисов и испытаний, в частности во время борьбы с исламским нашествием VIII века или в эпоху Столетней войны. Во-вторых, во французскую нацию входили все социальные слои – духовенство, дворяне, крестьяне и мещане. К примеру, легендарная Жанна д'Арк была простой крестьянкой, а дворянский титул ей был предоставлен позже. В преддверии революции основная часть королевского войска уже несколько веков состояла из рекрутированных крестьян, что не мешало им храбро сражаться за короля и Францию. В качестве примера высокого уровня национального сознания можно упомянуть, в частности, общественную реакцию на обращение короля Людовика XIV к французам в 1709 году. Напомним, что тогда Париж в войне за испанское наследство противостоял почти всеевропейской коалиции, и спасти страну от катастрофы мог только общенациональный подъем, что, собственно, и произошло. Поэтому утверждение, что большинство жителей Франции во времена монархии не считали себя французами, не соответствует действительности.
В-третьих, революции ставят в заслугу то, что она навязала французский литературный язык подавляющему большинству населения Франции, что якобы было положительным с национальной точки зрения. Но не надо забывать, что языки французской нации существуют на протяжении столетий и являются неотъемлемой частью общефранцузской культуры, и поэтому попытки их искоренения были по сути актом культурного геноцида французов. К счастью, эти антифранцузские усилия не имели успеха, и в современной Франции миллионы французов свободно владеют своими региональными языками. Но не надо забывать, что ущерб французской культуре был нанесен достаточно существенный. Отдельной страницей революции является попытка ассимиляции других этносов. Ярким примером этого была, в частности, насильная ассимиляционная политика по отношению к бретонцам, народу, родственному больше кельтоязычным ирландцам и шотландцам, чем романоязычному большинству французов. Причем самым главным следствием репрессий стало рождение бретонского национализма с антифранцузской окраской. До этого Британь, окончательно вошедшая в состав французского королевства в 1532 году, не выдвигала никаких сепаратистских требований и была вполне лояльна центральной власти. Революция создала бретонскую проблему, которая и сейчас угрожает территориальной целостности Франции. В заключение можно привести цитату современного французского философа Гийома Фая. Французский национализм ни в коем случае нельзя приравнивать к якобинскому национализму из-за того, что последний является космополитическим, антиэтническим и парадоксальным образом разрушает ту Францию, которую он якобы любит. Пора прекратить сочетание национализма с защитой якобинского и космополитического государства наций. Национализм как концепция должен изменить свой смысл. Он должен получить этническое измерение, а не только исключительно политическое и бестелесное. В преддверии революции Франция владела мощной колониальной империей. Наиболее развитой и богатой колонией того времени было Гаити. Для примера следует отметить, что более 40% всего сахарного тростника в тогдашнем мире поставлялось именно из Гаити. Население Гаити накануне революции состояло из примерно 500 тысяч чернокожих, 20 тысяч белых и 20 тысяч так называемых «свободных цветных», освобожденных рабов и мулатов. Мулаты, составлявшие отдельную прослойку населения Гаити, появились не в результате межрасовых браков, до революции не практиковавшихся в колониях, а в результате практики сожительства. Дело в том, что в колониях католических государств длительное время полностью отсутствовали белые женщины, в связи с поверьем, что женщина на корабле приносит несчастье. Поскольку большинство колонистов составляли молодые мужчины, они, находясь в окружении цветных рабынь, начали практиковать с ними половые связи, то есть это было постоянным сожительством, но не браком. Поскольку следствием этого было появление многочисленного метисированного потомства, королевские власти приняли энергичные меры по завозу в колонии королевских девушек, то есть молодых холостых француженок, которых за королевский счет завозили в колонии с целью заключения чистых в расовом отношении браков. В результате этих действий власти процесс метисации удалось замедлить, но значительная часть гаитян уже имела смешанное происхождение. После того, как во Франции началась революция, свободные цветные попытались поднять восстание. Оно было подавлено, но в 1792 году, когда король Людовик XVI был фактически отстранен от управления страной, новая власть провозгласила полное равноправие всех свободных граждан, независимо от цвета кожи. Это был беспрецедентный случай в мировой истории, поскольку во всех обществах, где существовало рабство по расовому признаку, сначала упразднялся институт рабовладения, а лишь затем поднимался вопрос об уравнении в правах представителей разных рас. Из этого можно заключить, что теоретически предполагалась идея об основании белой работорговли. Аргументом в пользу этого является то, что идеологический предшественник французских революционеров Оливер Кромвель практиковал превращение в рабов белых людей в эпоху Английской Республики. После провозглашения равенства белых и цветных, чернокожие рабы подняли восстание, отличавшееся исключительной жестокостью. Уже в первые дни восстания были вырезаны тысячи французов, без учета их пола и возраста. В некоторых отрядах чернокожих повстанцев в качестве флага использовался насаженный на копье белый младенец. В этой ужасной ситуации республиканское правительство не только не приложило необходимые усилия для защиты белых, но и пыталось маневрировать между ними и взбешенными черными. К счастью для белого населения Гаити, в борьбу вступили войска короля Франции, который был верен союзническому долгу по отношению к французскому королевству.
Испанцы проводили гибкую политику, защищая белое население и одновременно предоставляя личную свободу рабам, перешедшим на сторону испанских королевских войск, и законному правительству Франции. Надо подчеркнуть, что речь шла исключительно о личной свободе, а не о предоставлении равных прав с белыми. Испуганное таким развитием событий республиканское руководство провозгласило ликвидацию рабовладения в колониях, сделав ставку на цветное население, обладавшее абсолютным количественным преимуществом над французами и испанцами. После победы коалиции республиканцев и африканцев над белыми колонистами Гаити еще формально входила в состав Французской республики, но фактически перешло под власть местных цветных. Наполеон Бонапарт после своего прихода к власти предпринял неудачную попытку восстановления французского контроля над островом, но этот план провалился, а остатки белого населения Гаити были безжалостно истреблены. В других французских колониях кампания по освобождению цветных рабов, начатая в 1790-х годах республиканцами, была свернута после установления империи Наполеона. С 1804 по 1848 Франция была монархией, и вопрос об отмене рабства на государственном уровне не поднимался. Лишь после республиканского путча 1848 года и провозглашения Второй Республики цветные были немедленно освобождены. Подытоживая вопрос о вкладе Великой Французской революции в формирование теории и практики альтернативного черного расизма, следует отметить, что именно она спровоцировала один из самых страшных в истории прецедентов геноцида на расовой почве, и не последнюю роль в этом сыграла предательская политика республиканского руководства, которая бросила своих соотечественников на верную гибель. Связь между идеями 1789 года и их практическим воплощением на Гаити настолько тесна, что даже позволяет отдельным исследователям констатировать: нельзя адекватно изобразить историю французской революции, опустив восстание на Гаити. Великая Французская революция носила откровенно антирелигиозный характер. Уже буквально на первом, относительно умеренном ее этапе была предпринята попытка насильственного реформирования католической церкви. Защитники революции нередко утверждают, что речь шла только о том, чтобы поставить церковь на службу государству, в крайнем случае о появлении новой христианской конфессии. Но на самом деле гражданское устройство духовенства, как деликатно именовалось изнасилование французской церкви, несло в себе вещи, несовместимые не только с католицизмом, но и с христианством в целом, и даже со здравым смыслом. О том, что возникшая в результате религиозная конфессия не могла быть католической по определению, не стоит даже говорить. Но беспрецедентным насилием над основами христианской веры стал порядок назначения представителей духовенства, которых должны были выбирать все жители определенной территории, независимо от их религиозных убеждений. То есть получалось так, что, например, в некоторых городах Лотарингии священников фактически назначала местная иудейская община, имевшая там большинство голосов. До такого издевательства не додумались даже большевики. При этом следует отметить, что многие священники эти правила не приняли, за что они были подвергнуты разнообразным репрессивным мерам, в том числе и физическому террору. Следующим этапом эскалации антихристианской политики революционеров стала попытка введения так называемого культа разума, сопровождавшегося откровенным цинизмом и беспрецедентно жестокими репрессивными мерами с целью искоренения христианства. Дальше больше. Очередным актом издевательства над традиционной духовностью французской нации стала попытка введения культа высшего существа. Эта специфическая религиозная система вообще не имела ничего общего ни с христианством, ни с другими известными человечеству верованиями. Сущность культа определялась 3 первыми параграфами этого документа, сформулированными так. Французский народ признает существование высшего существа и бессмертие души. Он признает, что достойным высшего существа культом является исполнение обязанностей человека. На первое место среди этих обязанностей он обязывает гнушаться плохой верой и тиранией, наказывать тиранов и предателей, помогать несчастным, уважать слабых, защищать угнетенных, делать другим всякое возможное добро, не быть несправедливым ни к кому. После полного провала культа высшего существа, республиканские власти избрали путь сочетания репрессий и игнорирования. Примерно таким образом большевики боролись с христианством во времена советской власти.
Политика была направлена на то, чтобы не провоцировать французов на прямое сопротивление антихристианским репрессиям, но одновременно постепенно вытеснять все проявления религиозности из национальной жизни. Именно на этом этапе часть священников, согласившаяся на антикатолический акт о гражданском устройстве духовенства, поняла, чем заканчивается соглашение с дьяволом. Золото, которым он платит, превращается в грязь. Они предали свою веру, но государство, обещавшее им за это вознаграждение, отказалось от них, а массы простых французов поддерживали ту часть священников, которая продемонстрировала преданность своей религии. Интересным фактом является то, что время относительного смягчения отношения к церкви сопровождалось настоящим взрывом религиозной активности среди французов. Церковь стали посещать даже те, кто до революции игнорировал религиозную жизнь. Для миллионов французов церковь стала последним обломком их разрушенной родины. Той части слушателей, которые скептически относятся к авраамическим религиям и являются приверженцами возрождения языческих традиций, интересно будет узнать, что больше всего пострадали, а говоря прямо, были уничтожены, именно элементы дохристианских верований населения Франции, уходившие корнями в кельтскую эпоху. Католицизм же с его мощной догматикой и опорой на священное писание смог возродиться достаточно быстро. Живая народная религиозность, которая имела двойственный характер и несла в себе черты мировоззрения древних индоевропейцев, была потеряна навсегда. Как уже отмечалось выше, революция 1789 года имела явно антинациональный характер, повлекла за собой резню французов на Гаити, травлю церкви и фактическое уничтожение французских обычаев и традиций. Однако самым большим преступлением, совершенным кровавыми штыками революции, был прямой геноцид французского этноса. Первым тревожным сигналом стала фактическая узурпация власти третьим сословием, парламентское крыло которого представляли тогда отнюдь не крестьяне и рабочие, а зажиточные буржуа. 17 июня 1789 года депутаты высшего представительного органа Генеральных Штатов объявили себя национальным собранием, не имея на это полномочий. Таким образом, Франция по форме правления начала напоминать республику, хотя сама республика была провозглашена позже. В дальнейшем, 9 июля, объявив себя уже учредительным собранием, они приступили к разработке Конституции, целью которой было лишение власти короля и сосредоточение ее в руках парламента, подконтрольного антикоролевски настроенной аристократии и состоятельным буржуа. 14 июля мятежники, в ответ на вполне законное действие Людовика XVI по наведению порядка, захватили королевскую тюрьму Бастилию, где находился также и городской арсенал. После штурма Бастилии в Париже началась резня, которую французская столица не видела со времен Варфоломеевской ночи. Следует заметить, что действия мятежников отличались крайней жестокостью и дикостью. Так, например, мятежники отрубили голову коменданту Бастилии маркизу де Оне, насадили ее на копье и как трофей носили по улицам города. Кроме того, ободранцы перебили и инвалидов, коллег и старых солдат, охранявших тюрьму. Достаточно симптоматично, что годовщина этого откровенного изуверства является главным государственным праздником современной республиканской Франции. Парижское народоубийство 14 июля 1789 года стало первым, но далеко не последним эпизодом тотального геноцида французской нации, который совершили проводники революции, ярые сторонники установления республики. Недаром этот период в истории Франции в мировой исторической науке получил название «Большого ужаса». Уже 6 сентября подогретая речами революционных демагогов толпа ворвалась в Версаль, перерезала всю королевскую стражу, а самого монарха заставила переехать в Париж, где он жил фактически в заключении. Само же учредительное собрание делилось тогда на две большие политические группировки – роялистов, стремившихся к сохранению сильной королевской власти, и сторонников конституционной монархии во главе с Мирабо и Лафайетом. Последние опирались также и на Якобинский клуб, сборище заговорщиков-богачей, ведь сумма членского взноса в эту структуру, 24 ливра в год, была неподъемной для абсолютного большинства французов, даже сравнительно богатых. Была и еще одна группировка, о которой следует сказать отдельно. Это так называемые кордильеры, приверженцы максимального ограничения власти короля. Их лидерами были Жорж Д'Антон и Камиль де Мулен, а также Жан-Поль Марат, редактор революционной газеты «Друг народа».
Следует сказать, что в этой газете печатались самые грязные материалы антимонархического характера, которые сплошь и рядом переходили на личные образы. На ее страницах Марат прямо призывал к убийствам и насилию. Начните с того, чтобы захватить короля и королевскую семью, приставьте к ним охрану и пусть отвечают за все своими головами. Отрубите потом без всяких сомнений головы контрреволюционерам, генералам, министрам и бывшим министрам. Возможно, понадобится отрубить 5-6 тысяч голов. Однако даже если бы понадобилось отрубить 20 тысяч, нельзя колебаться ни минуты. Некоторые могут говорить о том, что революция уравняла французов в правах. Все они, и дворяне шпаги, и дворяне мантии, и крупные предприниматели, и рабочие с крестьянами, стали на первый взгляд равными и обращались друг к другу словом «гражданин». Формально это действительно так, однако на самом деле новая власть даже не преследовала цели достижения реального равноправия, а тем более разрушения имущественного неравенства, ведь всеобщее избирательное право так и не было введено, голосовать могли только так называемые активные граждане, способные платить налог не меньше среднего 10-дневного заработка. Остальные же французы считались пассивными гражданами. Следует отметить, что такие пассивные граждане составляли подавляющее большинство населения, и это большинство оказалось в крайне тяжелом положении после революции. Об этом свидетельствует практика функционирования так называемого Фонда национального имущества, формировавшегося из конфискованного у дворян, церкви и короля земельных владений. Крестьяне и мещане могли приобрести землю, однако очень часто для этого им приходилось брать государственный кредит, и зачастую неимущие французы становились фактически нищими и попадали в финансовую зависимость от кредитных учреждений. Такая бездарная политика революционных вождей привела к тому, что в стране начался экономический кризис, инфляция и голод. Что делал в это время король Франции? Понятное дело, что его не устраивала роль почетного пленника, тем более он не мог терпеть откровенного издевательства над Францией, который при своем полноправном правлении служил верой и правдой, часто лично помогая самым бедным семьям. В ночь с 20 на 21 июня 1791 года он вместе со своей женой Марией Антуанеттой сделал попытку вырваться из республиканского плена и с помощью военных, в большинстве своем остававшихся верных престолу, свергнуть иго оппозиции. Однако карета короля была арестована сторонниками революции, а сам он был доставлен в Париж. В самой столице революционная клика уже подготовила проект Конституции Франции, согласно которой она фактически становилась республикой. Людовик XVI был вынужден присягнуть ей, что и произошло 14 сентября, а через полмесяца было открыто первое заседание законодательного собрания. Уже весной 1792 года французское правительство умудрилось объявить войну почти всем ведущим государствам Европы – Пруссии, Австрии, Испании и другим, что привело к тотальной мобилизации в ряды французской армии и, как следствие, к недовольству населения войной. Однако правительству удалось свалить всю вину на еще действующего короля, мотивируя это тем, что на стороне прусаков воевали части корпуса принца Канде, состоявшие в основном из дворян-эмигрантов, и сторонники роялистской власти, законной власти Франции. 10 августа толпы черни, подстрекаемые агентами антимонархических группировок, штурмовали дворец, в котором жили король и его семья. Заметим, что во время штурма взбешенные парижане перерезали всех дворян, оставшихся при короле, и 9 сотен швейцарских гвардейцев, его личную охрану. Ответственность за эту бойню лежала на комиссарах коммуны Парижа. Тем временем прусская армия и части эмигрантов осадили крепость Верден. Возникла реальная угроза французской столице. В Париже распространились слухи, что именно в это решающее для Франции время максимально активизировались контрреволюционеры, а все подозрительные граждане, которые были заключены в тюрьму, якобы готовят восстание, рассчитывая на поддержку из-за границы. Со 2 по 5 сентября стаи вооруженных санкюлотов, как правило из беднейших и морально деградированных слоев населения, опоры революционеров, врывались в тюрьмы и безжалостно уничтожали абсолютно всех заключенных, уголовных и политических, женщин и детей. 22 сентября узурпаторы поставили последнюю точку во взятии на себя всей полноты власти, объявив, что власть короля упраздняется, и теперь Франция является республикой. Монтаньяры, чувствуя свою безнаказанность и, очевидно, чувствуя себя хозяевами ситуации, потребовали казни короля. Попытки жерандистов противостоять им с треском провалились, и 21 января 1793 года король Людовик XVI был казнен.
Такая же участь ждала и жерандистов. 2 июня монтаньярские мятежники с помощью подконтрольной им так называемой «национальной гвардии» оцепили здание конвента и под прицелом ружей вывели из него всех тех, кто еще составлял оппозицию политике революционеров. Многие из них вскоре были отправлены на гильотину. С тех пор слова «порядок» и «смерть» стали синонимами. Вчерашние сторонники революции в атмосфере тотального террора и жесткой диктатуры стали ее ярыми врагами. Народная казнь пришла и к некоторым предводителям правящей клики, например, к Марату, убитому Шарлоттой Корде. Она мотивировала свое решение тем, что считала его главным виновником расправ с противниками диктатуры. Но смерть Марата только побудила якобинцев к эскалации террора. В 1794 году был издан ряд декретов, положивших начало Большому террору. В этих декретах впервые появилось определение «враги народа», не его ли позаимствовали большевики. Врагами народа объявлялись все, кто вызывал хотя бы минимальное подозрение у власти, и таких врагов часто без суда отправляли на гильотину. Провинцию начали прочесывать революционные подразделения, называемые адскими колоннами. Тот, кто не успевал скрыться от них в лесах, погибал в страшных муках. Солдаты революции прежде всего насиловали женщин, а затем убивали их. Они разбивали прикладами головы пожилым людям, закалывали штыками младенцев в колыбелях. Часто солдаты развлекались, опрокидывая младенца со штыка на штык. Республиканский генерал Вестерман докладывал Парижскому комитету общественного спасения. Действуя согласно полученным приказам, мы топтали детей лошадиными копытами, вырезали женщин, которые, во всяком случае эти, уже никогда не будут рожать бандитов. Не могу похвастаться ни одним пленником. Мы уничтожили всех. Республиканским генералам было жалко тратить пули против гражданского населения, поэтому частенько в ход шли штыки. Но и штыки не выдерживали и ломались, поэтому тысячи пленных вместе с женщинами и детьми начали погружать на старые корабли, а потом топили их посреди Лауры. Сидевшие в шлюпках солдаты добивали тех, кому все же удавалось выбраться на поверхность. «Приказываю сжигать все, что подвергается сжиганию, и брать на штыки всех, кого вы встретите на своем пути», требовал республиканский генерал Гриньон. «Я знаю, что в этой местности еще остались преданные нам патриоты, однако нужно уничтожить всех». Больше всего поражают описания сжигания живьем в печи детей и женщин, погибавших с ужасными криками на устах. В связи с отсутствием женщин-мятежников, солдаты взялись за жен лояльных нам патриотов. Уже 23 такие женщины были подвергнуты бесчеловечным пыткам, докладывал Жанне, офицер полиции, верный республиканцам. В местности Клессон солдаты вкопали в землю котел, положили на него решетку, и на этой решетке сожгли 150 женщин. 10 бочек с жиром я послал в Нант. Это был жир высшего качества. Его использовали в госпиталях, признавался позже один из солдат. В городе Анжер с людей вживую стирали кожу для штанов высшим офицерам. Кожу стирали от пояса вниз, и благодаря этому штаны, по замыслу, должны были плотно прилегать к телу. В завершении будет интересно привести сведения о количестве жертв революции согласно расчетам известного демографа Бориса Уруаниса. За четверть века, до 1814 года, года конца наполеоновских войн включительно, революция забрала по разным оценкам от 3,5 до 4,5 миллионов человеческих жизней. Это может показаться не такой уж огромной цифрой, если забыть, что население Франции было тогда в 6-7 раз меньше населения России в эпоху ее революции, и что в конце 18 века не было тех средств массового поражения, которые прогресс создал за следующие 100 лет. Ущерб был настолько значителен, что французская нация так и не смогла после этого окончательно восстановиться. Он стал причиной уменьшения роста населения во Франции на протяжении всех последующих десятилетий. Накануне революции население Франции составляло 25 миллионов человек, Великобритании – 11, Германии – 24. А к концу 19 века у нас есть соответственно 38 миллионов, 37 миллионов и 56 миллионов. То есть население Германии выросло в 2 с лишним раза, Великобритании даже в 3 с лишним, а Франции всего на 50%. Ярким признаком революции были проявления беспрецедентной моральной дегенерации вожаков и активистов. Знакомство с преступлениями, совершенными в ходе революции, вызывают не столько ужас, сколько отвращение, причем говорить об этом можно уже с первых дней революции. Приведем всего несколько примеров.
В самом начале революции подлость ее предводителей и рядовых мятежников проявилась в расправе над гарнизоном Бастилии. Дело в том, что ее солдатам со стороны участников штурма была гарантирована свобода и физическая неприкосновенность. На момент своей капитуляции крепость имела все возможности для защиты, и, если бы ее охранникам не удалось остаться в живых, они хотя бы дорого продали свои жизни. Но они поверили в слово революционеров, которое, как оказалось, не стоило и ломаного гроша. Особую мерзость этому событию придает то, что подавляющее большинство солдат составляли инвалиды, то есть либо искалеченные, либо просто старые ветераны многочисленных войн. Их умышленно держали в тылу, чтобы не подвергать опасности в случае военного конфликта, но старым солдатам, пережившим войны с сильнейшими государствами Европы, суждено было умереть от рук своих же, французских предателей. Другой крайне позорной страницей революции был процесс Марии Антуанетты. Революционерам было мало расправы над бывшей королевой, они хотели в первую очередь ее унизить. В ходе процесса обвинитель Эбер пытался доказать, что королева находилась в противоестественной сексуальной связи со своим 8-летним сыном. Присутствовавшая на процессе публика состояла из людей, которые не просто не сочувствовали Марии Антуанетте, а вообще ее ненавидели. Не будем забывать, что именно королева была главной мишенью антимонархической пропаганды. Тем не менее, обвинение было выслушано в абсолютной тишине, за которой ощущался шок людей, понявших всю абсурдность этих ужасных упреков. Позже, когда судья повторил вопрос в отношении Марии Антуанетты и ее сына, королева ответила: «Если я не отвечала на эти вопросы, то только потому, что обвинять подобно мать глубоко противоестественно. Мои слова могут подтвердить все женщины и мамы в этом зале». В этот момент среди присутствовавших женщин поднялось большое волнение, и многие разрыдались. Следует еще раз подчеркнуть, что все эти женщины были настроены революционно и пришли на суд насладиться унижением бывшей королевы, но неадекватное поведение представителей революционного правосудия поразило даже их. Характерно, что Максимилиану Робеспьера, которого сегодня пытаются изобразить благородным и идеалистичным революционером, невероятно разозлило это событие. Но вовсе не потому, что он был шокирован отвратительным поведением Эбера, а потому, что тот неумело соврал и тем самым вызвал сочувствие королеве. То есть неподкупного, так именовали Робеспьера поклонники, не огорчил ни сам факт циничного вранья, ни жестокость издевательства над беззащитной женщиной. Единственное, что вызвало его возмущение, это неумение оклеветать. И, наконец, третьим примером, подтверждающим глубокую моральную дегенерацию революционеров, было их поведение во время гражданской войны. Дело в том, что сторонники королевской власти поначалу не убивали пленных республиканцев, а нередко и вообще отпускали их, взяв с них слово больше не воевать против короля. В результате среди республиканских войск, посланных против повстанцев-монархистов, распространялось стойкое нежелание воевать за интересы парижской клики, и они все чаще переходили на сторону приверженцев короля. Это вызвало глубокую обеспокоенность среди республиканского руководства, которое немедленно объявило милосердие со стороны королевских солдат лживым гуманизмом и коварством контрреволюционеров. Решение республиканцы нашли очень простое – максимальная эскалация резни гражданского населения в регионах, охваченных восстанием. Расчет был чрезвычайно прост. Крестьянин, знающий, что его жену зверски убили после многократного изнасилования, а из ее мертвого и изуродованного тела вытопили жир для нужд республики, вряд ли пожалеет пленного солдата этой республики. Через некоторое время повстанцы начали отвечать жестокостью на жестокость, и дисциплина в республиканских войсках резко возросла. Приведенные примеры ярко характеризуют руководство республики с нравственной точки зрения. Возникает закономерный вопрос: кто же был опорой революции? Кто ее возглавлял? Не на самом высоком, на среднем уровне. Кто совершал геноцид собственного народа? Кто разрушил самую сильную и богатую в то время страну Европы? Дело в том, что основной опорой французской революции был хам, у которого было 3 головы, как у чудовища из детских сказок. Имя этим главам было хам-люмпен, не путать с трудящимся, хам-буржуа, не путать с большинством мелких и средних предпринимателей, и, наконец, третья, самая страшная глава – хам-псевдоинтеллигент. Хам-люмпен был отвратительным порождением эпохи ранней индустриализации, когда в недрах крупных городов возникла специфическая прослойка населения, типичные представители которой балансировали между неквалифицированным физическим трудом и откровенным паразитивизмом. Они не имели адекватной квалификации ремесленников, не имели образования и не имели навыков труда на земле.
именно они стали прутом в руках революционного руководства, а сами от революции получили чрезвычайно простое вознаграждение – возможность безнаказанно грабить, убивать и насиловать. Второй главой был хам-буржуа, который видел в старом режиме препятствия для безграничного поиска трудящихся людей. Революция предоставила для такого буржуа-вампира чрезвычайно широкие возможности, которыми он с удовольствием пользовался. Третьей главой был, как уже отмечалось, хам-псевдоинтеллигент – специфический типаж, широко распространенный в различных органах революционной власти. Характерными чертами такой паразитарной личности было несуразное образование низкого уровня в сочетании с неумением и категорическим нежеланием работать физически. Примитивного разума этого интеллектуального авангарда революции хватало ровно настолько, чтобы овладеть несколькими идеями из наиболее попсовой части интеллектуальной литературы того времени, причем без их адекватного понимания. К тому же поверхностное образование позволяло им ездить по ушам неграмотным люмпинам, которые относились к своим вожакам по принципу «употребляет незнакомые слова, значит умный». Понятно, что последствия для подавляющего большинства французов были совершенно ужасающие. Под громкое декларирование различных свобод их лишили элементарных повседневных прав, которые они сохраняли даже во времена строжайшего крепостного права. Уже в начале революции были запрещены профессиональные объединения. За их восстановление в форме профсоюзов рабочий класс Франции затем боролся в течение почти всего XIX века, и эта борьба сопровождалась большой кровью и беспрецедентным экономическим угнетением. Крестьяне были лишены права на сельские общины, которыми они пользовались на протяжении всего существования французского королевства. Таким образом, революция разрушила действенный механизм народного самоуправления. Крестьянин всегда был частью организованной общины, которая оказывала ему помощь и в противостоянии угрозам внешнего мира, и в противостояниях с местным феодалом. Но буквально в мгновение ока он был лишен этой поддержки. Самое страшное заключалось в том, что подавляющее большинство крестьян принадлежало к упоминавшимся выше пассивным гражданам, то есть было лишено элементарных политических прав. Неграмотные, бесправные, полностью дезориентированные крестьяне были брошены в жертву паразитарной буржуазии и бездушным республиканским чиновникам. Не следует объяснять, что обе эти силы были глубоко чужды крестьянину, и в отличие от феодала-аристократа, компромисс с ними найти было невозможно, поскольку они были представителями совершенно чужого и непонятного для крестьянина мира. Не лишним будет остановиться и на отношении революционной верхушки к французской интеллигенции, или, другими словами, на отношении примитивных псевдоинтеллигентных недоучек к интеллигентам в первоначальном, полном смысле этого слова. Ярким примером здесь может служить судьба выдающегося французского ученого и исследователя Лавуазье, который, будучи приговоренным к смерти, попросил отсрочки на несколько дней для того, чтобы завершить свои эксперименты, которые он считал важными для республики. Ему категорически отказали, с формулировкой, что его эксперименты не имеют никакого значения. Другим примером разрушительного антиинтеллектуализма революционной верхушки было полное прекращение публикации работ Шарля Луи Монтескье во время якобинской диктатуры. Выдающегося французского философа, как ни странно, нередко относят к предшественникам и даже идеологам революции, но при этом забывают, что он был убежденным монархистом, хотя и конституционным, и сторонником важной роли традиционного дворянства. Как же относительно небольшой процент преимущественно худших членов общества смог захватить власть в крупнейшей стране Европы и покорить ее население? Почему французы не дали отпор? Вопреки распространенному мнению, большинство населения революцию не только не поддержало, но и активно сопротивлялось. Наиболее известным проявлением национально-освободительной борьбы французской нации являлось Вандейское восстание. Следует сразу отметить, что название «Вандейское» условно, поскольку восстание охватило не только департамент Вандея, но и в целом западную часть Франции. Другое дело, что именно Вандея стала главной ячейкой повстанцев, которые на ее территории неоднократно наносили поражение республиканским войскам, несмотря на их абсолютное техническое преимущество. Иногда повстанцы в прямом смысле слова сражались вилами против пушек. Успешность восстания именно на западе Франции была обусловлена прежде всего тем, что там лучше сохранилась традиционная общественная структура. Количество представителей трехглавого хама было чрезвычайно низким, а духовенство и дворянство, напротив, пользовались большим влиянием.
В общем, партизанская война против республики с большим или меньшим размахом велась по всей территории Франции. Чтобы максимально представить масштабы повстанческого движения, приведем цитату Евгения Торле. «Разбойничьи стаи, сделавшие непроездными вплоть до конца директории все дороги Южной и Центральной Франции, приобрели характер огромного социального бедствия. Они среди бела дня останавливали дилижансы и кареты на больших дорогах, иногда довольствовались ограблением, чаще убивали пассажиров, нападали открыто на села, долгими часами пытали на медленном огне захваченных людей, требуя указать, где спрятаны деньги, иногда совершали набеги и на города. Эти стаи прикрывались флагом бурбонов. Люди эти якобы мстили за свергнутый королевский трон и католический алтарь. В эти банды действительно шли люди, непосредственно и лично пострадавшие от революции. Ходили слухи, будто некоторые из предводителей этих банд отдают часть награбленного агентам роялизма. Не очень привлекательный образ роялистских партизан, описанный выше, обусловлен тем, что Торле был советским историком-сталинистом, для которого одной из ведущих задач было очернение в своих исторических исследованиях тех, кого большевики считали своими врагами. А к таким коммунистические преемники революции 1789 года относили французских белых партизан. За что сражались вандейцы? Прежде всего, они дрались за родину, за страну, которая была самой мощной в Европе, а фактически и в мире, за страну, где жили и умирали поколения их предков. Этой страной было французское королевство, и эта страна была разрушена бандой авантюристов, попытавшихся на ее месте построить чужую и враждебную машину под названием республика. А то, что эта республика именовалась французской и должна была подменить людям убитую родину, вызывает ассоциацию с народным преданием об упырях, которые приходят сосать кровь под видом убитого близкого человека. Во-вторых, они сражались за веру своих родителей, которую на момент революции исповедовал французский народ уже более 1000 лет. И, наконец, в-третьих, они дрались за свободу. Не ее фантомный призрак, которым пытались обмануть их, разрушители Франции, а вполне реальную, конкретную человеческую свободу, которую у них революция отняла. За свободу, которую защищала Жанна Дарк, Уильям Уоллес, Святослав Храбрый и миллионы других европейских героев, проживавших свою славную жизнь задолго до появления печально известной Декларации прав человека и гражданина. Абсолютно безосновательные обвинения представителей французского правого сопротивления в национальной измене в том, что они якобы поддерживали интервентов в борьбе против Франции. Во-первых, так называемые интервенты появились на территории Франции исключительно в связи с полной бездарностью командования революционной армией, которое не смогло реализовать поставленный политическим руководством план агрессии страны против стран Европы. Революционное руководство первым объявило войну ведущим европейским государствам, которые в свою очередь не считали себя врагами французского короля и с точки зрения международного права тех времен с Францией вообще не воевали. Иностранные союзники французского короля и народа считали республиканский режим стаей мятежников, а официальным главой государства признавали сначала короля Людовика XVI, а после его гибели его малолетнего сына Людовика XVII. Вопрос о захвате или расчленении Франции не стоял даже теоретически. Следует подчеркнуть, что такие страны, как Австрия и Испания, еще задолго до революции были надежными союзниками Франции и были непосредственно заинтересованы в сохранении ее могущества. Следует помнить, что войны периода республики имели своей целью исключительно экспорт революции, находясь в глубоком противоречии с национальными интересами французов. Почему же тогда революция победила? Главным оружием врагов человеческого всегда был страх. Главным инструментом революции был террор, и старавшиеся противиться французы расплачивались за это не только своей жизнью, но и жизнью своих близких. Далеко не каждый человек психологически готов пожертвовать своей жизнью и жизнью близких. Подобно тому, как большевики путем устрашения и зомбирования выводили породу под названием «советский человек», так и руководство Французской Республики выводило абстрактно-космополитичного гражданина. Но борьба вандейцев и других французских бойцов против республики имеет сверхвременное значение. Они первыми зажгли огонь борьбы за освобождение своей страны от враждебных европейским народам сил. Все европейские правые являются наследниками их жертвенной борьбы. Защищая свою родину, они защищали все европейские народы. Их борьба имеет прежде всего моральное значение. Она доказала то, что несмотря на самый жестокий террор, среди французов есть много людей,
готовых защищать веру, родину и свободу. При изучении истории революции 1789 года, сознательно или нет, возникают параллели с Октябрьским переворотом 1917 года. Интересно будет проанализировать Великую Французскую революцию под этим углом зрения. Первое, что сразу бросается в глаза, это болезненное псевдомессианство, в равной степени свойственное как советскому патриотизму, так и республиканскому патриотизму французских революционеров. И первые, и вторые ставили своей целью навязывание своих взглядов и образа жизни всему человечеству. Характерно, что оба эти явления искали свое оправдание не в адекватной защите национальных интересов, а в идее необходимости осчастливить человечество, которое об этом, собственно, не просило. Различие между якобинским патриотизмом, эпигонами которого являются советские патриоты, и этническим национализмом лучше сформулировал основатель интегрального национализма Шарль Марас. Если события спросят, родина или человечество, что мы тогда должны делать? Те, кто скажет «Франция превыше всего», это патриоты, а те, кто скажет «Франция», но это апостолы гуманизма. А вот как комментирует это исследователь Эрнст Нольте. Постулат абсолютного суверенитета принуждает Мараса к решающему шагу, четко отделяющему его взгляды от якобинского национализма. Этот национализм никогда не делал принципиального отличия между нацией и человечеством. Для него революционное становление нации на руинах старого режима является лишь этапом развития человечества, и Франция, как передовая страна, должна передать эту миссию всем народам. Без этого деяния, без этой миссии, нация была бы ничем. Якобинский национализм не нарциссический, а мессианский по своей природе. Второй чертой, что роднит французских революционеров с их советскими преемниками, является специфическое сочетание шовинизма с космополитизмом. Безусловно, шовинизм и космополитизм – явление вроде бы противоположное, но в том-то и дело, что все зависит от того, как понимать нацию. Был ли присущ французским революционерам шовинизм? Безусловно. Аббат Берюэль, критикуя политику якубинцев, писал: «Национализм занял место всеобщей любви. Стало допустимо презирать, обманывать и оскорблять иностранцев. И все эти действия возводились в ранг патриотизма. Якобинские вожди совершенно четко этнизировали своих противников. Федерализм и предрассудки говорят бретонским диалектом, иммиграция и ненависть в республику на немецком, контрреволюция на итальянском, а сепаратизм на баскском». С 1792 года республиканский патриотизм приобрел ярко выраженные черты воинственного шовинизма. Его признаками были и поднятое к уровню государственной политики недоверие к иностранцам, и страх перед враждебным окружением, и презрение к политически отсталым соседям, и откровенное стремление к аннексии и другим формам внешней экспансии. Но шовинизм этот удивительным образом сочетался с абсолютным безразличием к вопросам происхождения. Для французского революционного шовиниста враждебны были только те иностранцы, которые не хотели признавать лозунги революции. Фактически его врагом был любой человек, не исключая француза, который пытался уберечь свою культурную идентичность и не хотел воспринимать идеалы так называемых свободы, равенства и братства. Следует подчеркнуть, что эти идеалы имеют такое же отношение к традиционным ценностям французской нации, как и верования папуасов или индейцев Амазонии. Французский язык, который революционеры силой навязывали несчастным бретонцам, интересовал их не потому, что он был французским, а потому, что он был языком революции. Как тут не вспомнить слова ведущего коммунистического поэта Маяковского: «Я русский бы выучил только за то, что им разговаривал Ленин». Последняя, объединяющая франко-республиканскую и советскую версии патриотизма, это их крайне разрушительное последствие для этнической нации, которая по сути превращается в топливо для материализации химер революционного сознания. Результатом этого является потеря национальной идентичности, вплоть до изменения антропологических характеристик, колоссальный демографический ущерб и, самое страшное, мутация менталитета, которая делает нацию беззащитной биомассой, гумусом для развития других этносов, более здоровых в социально-психологическом плане. Для того, чтобы убедиться в уместности этих слов, достаточно пройтись по улицам современных Парижа и Москвы. Первое.
Франция понесла колоссальные экономические, демографические, геополитические и культурные потери. Страна, которая накануне революции была гегемоном континентальной Европы и вплотную приблизилась к геополитической победе над Британией, превратилась в государство второго, если не третьего сорта. В XIX веке Франция была младшим партнером Британской империи, в XX попала в зависимость от Соединенных Штатов, а ныне находится в авангарде разрушительной антинациональной глобализации. Второе. Для Европы французская революция превратилась во всеобщую гражданскую войну, разрушившую континентальный блок, который фактически был создан уже в XVIII веке вокруг оси Париж-Вена. Разрушение традиционного порядка превратило европейские нации в игрушку в руках враждебных им сил. Третье. Самый страшный удар по европейской цивилизации был нанесен в духовной сфере. Появились три идеологии, являющиеся наибольшей угрозой для свободы, идентичности и, собственно, биологического существования европейских народов. Речь идет о космополитическом капитализме с его глобализацией, интернациональном социализме с его сумасшедшей идеей мировой революции и постякобинском псевдонационализме, который причудливо синтезирует в себе космополитизм и деструктивный шовинизм и подменяет защиту интересов реальной нации обслуживанием призрака нации. Не стоит объяснять, что искусственная нация имеет такое же отношение к нации этнической, как монстр доктора Франкенштейна, сшитый из частей мертвых тел, к живому человеку. Но печальная и назидательная история Великой антинациональной революции – это не только история разрушения самого могущественного государства своего времени и геноцида многочисленной на тот момент европейской нации. Это также история героического сопротивления правых бойцов, вставших на защиту своей нации. Само понятие «правый» происходит от роялистского сопротивления эпохи революции. Правые повстанцы продемонстрировали эталон героизма и преданности и передали факел своей борьбы следующим поколениям борцов за свободную Европу. Подписывайтесь на мой канал в Телеграме, указанный в описании. Там будет еще много интересных историй. Спасибо за просмотр и до связи!